Добро пожаловать на канал Рецепты из тетради. Сегодня я предлагаю приготовить один из вариантов паски – львовскую бабку по рецепту Дарьи Цвек. Если вы ищете пасхальную выпечку, которая тает во рту, пахнет весной и домашним уютом, но при этом достаточно простую в приготовлении, то вы по адресу. Полный перечень ингредиентов, а также краткую инструкцию по приготовлению вы, как всегда, найдете в описании под видео. Главный секрет любой дрожжевой выпечки, а бабки особенно, все продукты должны быть комнатной температуры. Поэтому достаньте яйца и молоко из холодильника заранее, хотя бы за пару часов. Начнем с опары. В миску вливаем 185 мл молока или, для еще более нежного вкуса, 10% сливок. Сюда же добавляем 10 граммов сахара, это примерно половина столовой ложки, и 15-16 граммов сухих дрожжей или 45-50 граммов свежих дрожжей. Тщательно перемешиваем будущую опару, чтобы большая часть дрожжей растворилась. Затем накрываем емкость полотенцем и оставляем в теплом месте на 15-20 минут. Наша опара должна ожить и покрыться пышной шапочкой. А пока опара просыпается, займемся подготовкой остальных ингредиентов. И в первую очередь берем 75 граммов сливочного масла, которое нужно растопить. Масло нам понадобится комнатной температуры, поэтому оставляем его остывать. Теперь нам понадобится 4 яйца. У меня категории S0, которые необходимо разделить на белки и желтки. В этом рецепте нам нужны только желтки, поэтому белки убираем. Их можно использовать для приготовления глазури или, например, меренгового рулета. А к 4 желткам добавляем 65-70 граммов сахара и пару капель ванильной эссенции или пакетик ванильного сахара. С помощью венчика, миксера или обычной вилки растираем желтки с сахаром до побеления желтков и полного растворения сахара. Пока эту емкость отставляем в сторону и берем 375-400 граммов муки, которую предварительно обязательно просеиваем. Добавляем в муку четверть чайной ложки соли и слегка перемешиваем. Теперь займемся тестом, тем более, что к этому времени наша опара ожила и покрылась высокой пышной шапочкой. Поэтому вливаем ее в муку. Туда же отправляем перетертые с сахаром желтки. И начинаем замешивать мягкое, податливое тесто. Сначала лопаткой или ложкой, а затем и руками. Очень важно тесто не забить мукой, поэтому больше, чем указано в рецепте, муки не добавляйте. При этом сначала используйте не больше 375 граммов муки, и только если вы видите, что тесто очень сильно липнет к рукам, по чуть-чуть добавляйте оставшуюся муку. Когда ингредиенты объединились, а тесто получилось хоть и мягким, но практически не липнущим к рукам, добавляем в миску с тестом остывшее сливочное масло. И начинаем масло вмешивать в тесто. Здесь нужно набраться терпения и аккуратно, не спеша, вымешивать тесто до тех пор, пока масло полностью не впитается и тесто не перестанет липнуть к рукам. Это займет около 15-20 минут. Любая дрожжевая выпечка, особенно сдобная, такая как бабка, любит тепло рук, долгий замес и обязательно позитивное настроение. Поэтому просто получайте удовольствие от контакта с мягким тестом, которое в процессе вымешивания начнет преображаться и становиться эластичным и шелковистым. Когда тесто готово, то есть вы почувствуете, что оно стало нежным, податливым и очень приятным на ощупь, формируем из него колобок. Возвращаем его обратно в миску и накрываем полотенцем. Отправляем емкость с тестом в теплое место без сквозняков. Тесту нужно увеличиться в 2, а лучше в 3 раза. В зависимости от температуры в комнате это займет от 1 до 2 часов. Пока тесто подходит, можно подготовить формочки. Я буду использовать 3 формы диаметром 9 см. Это формы объемом примерно 500 мл. У меня прошло примерно 1,5 часа, и мое тесто очень хорошо поднялось. Как вы видите, оно значительно увеличилось в размерах и стало очень воздушным. Осторожно обминаем подошедшее тесто. Теперь пришло время добавить в него вкусные добавки. Это 25-50 граммов предварительно промытого и просушенного изюма, 25-50 граммов апельсиновых цукатов или, как в моем случае, вяленых кумкватов, которые предварительно нужно нарезать небольшим кубиком размером примерно с изюм.
и 25-50 граммов миндаля или миндальных хлопьев, которые предварительно нужно измельчить или натереть на мелкой терке. Снова вымешиваем тесто, чтобы те вкусности, которые мы добавили в него, равномерно распределились по массе. Затем делим тесто на 3 примерно равные части. Каждую часть аккуратно округляем, стараясь, чтобы изюм и цукаты не выглядывали сверху. И выкладываем получившиеся небольшие колобки в подготовленные формы. Я решила отдельно приготовить маленькую пасочку в форме диаметром 7 см, чтобы сразу угостить своих домашней вкусной выпечкой. Накрываем форму с тестом полотенцем и даем будущим бабкам еще один раз подрасти, то есть оставляем тесто в теплом месте еще на 1-2 часа. Примерно через 1,5 часа у меня тесто в формочках хорошо поднялось. Если вы не будете покрывать бабки глазурью, смажьте поверхность теста яично-молочной смесью. А если покрытие глазурью предусмотрено, то сразу отправляем формочки в уже разогретую до 180-190 градусов духовку, где наши львовские бабки будут выпекаться на протяжении 40 минут. Готовые паски достаем и даем им полностью остыть прямо на столе. Очень рекомендую в процессе выпекания время от времени посматривать за бабками в духовке. И если вы увидите, что верх начал подгорать, накройте их листом фольги. Особенность львовской бабки в том, что она пропитывается сиропом, для приготовления которого нам понадобится 120 мл воды, 30-35 граммов сахара и 15 мл лимонного сока. Доводим сироп до кипения и полного растворения сахара. Если бабки будут есть дети, то сразу же после закипания добавляем в сироп немного алкоголя. Если же использование небольшого количества алкоголя для вас не критично, то оставляем сироп остывать до 50-60 градусов и уже в остывший сироп вливаем 1-2 столовые ложки рома или коньяка. Чтобы пропитать сиропом бабки, нужно сначала сделать в них проколы. Желательно, чтобы проколы примерно на 1 см не доходили до дна. Поэтому делаем на деревянной шпажке соответствующую отметку и прокалываем наши бабки сверху вниз. Много проколов делать не нужно, достаточно 5-6 проколов на каждую бабку. Есть 2 способа пропитки. Дарья Цвек в своем рецепте предлагает сделать в бабке несколько проколов и просто смочить поверхность, чтобы бабки хорошо пропитались. Я же предпочитаю набирать сироп в шприц, желательно кулинарный, но подойдет и обычный, и вводить его прямо в бабку через проколы, стараясь делать это максимально медленно, чтобы сироп распределялся равномерно. Много сиропа вводить не стоит, чтобы бабки не размокли. Достаточно 20-30 мл на каждую паску. Как вы видите, несмотря на то, что мы ввели в бабку сироп, она не размокла и снаружи осталась абсолютно сухой и не липкой. Нам осталось только покрыть ее глазурью и украсить декоративными элементами. Сразу скажу, бабка по этому рецепту получается очень вкусной и сочной и без пропитки. Поэтому, если вы не любите очень влажное тесто, то от этого этапа можно смело отказаться. А еще, несмотря на то, что используется минимальное количество ароматизаторов, львовская бабка получается удивительно ароматной и с очень приятным послевкусием, которое надолго дарит праздничное настроение. Не забывайте ставить лайки, если вам понравился этот рецепт. И, конечно же, подписывайтесь. У меня в тетрадке еще много вкусных и интересных рецептов, которыми я с радостью поделюсь. Мира всем нам, здоровья и чистого неба над головой. Берегите себя и своих близких. Приятного аппетита и до новых встреч!